Канал Валерия Табакова представляет «Дело Фарион. Противоречивые показания свидетелей на суде 8 октября 2025 года». Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы разбираем очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняется 19-летний Вячеслав Зинченко из города Днепра. Заседание прошло 8 октября 2025 года, и на нем были заслушаны показания двух свидетелей – Бабюк и Думы. А также мы проанализируем видеозапись с камеры наблюдения в день, когда было совершено покушение на Ирину Фарион. Давайте разберем, что дают эти три источника информации, какие противоречия между ними существуют, и проведем юридический анализ обстоятельств дела. Также я предлагаю вам вместе просмотреть и прослушать показания свидетелей и видеозапись, чтобы лучше и достовернее понять и прочувствовать ситуацию. Итак, на заседании были представлены три ключевых источника. Первый – это показания свидетеля Бабюк, женщины пожилого возраста, которая находилась во дворе в момент покушения. Второе – показания свидетеля Думы, мужчины, который, по его словам, был неофициальным помощником бригады по переподключению интернета и находился в момент покушения во дворе на Масарика 3. И третье – это видеозапись с камеры наблюдения, которая частично фиксирует события во дворе дома по улице Масарика 3, где произошло убийство. Друзья, я обратил внимание на существенное противоречие между тремя этими источниками. И давайте разберем их по порядку, а затем проведем юридическую оценку. Итак, показания свидетеля Бабюк. Бабюк сообщила, что видела человека в панамке и очках, который сидел на лавке во дворе. Затем этот человек поднялся, зашел в арку и находился там в арке около 1,5 минут. После этого он вернулся и снова сел на лавку. В этот момент Бабюк, проходя мимо него, заметила, как этот человек в панамке и очках достал из сумки красные перчатки и надел их. Далее Бабюк продолжила свое движение уже в сторону Ирины Фарион, которая стояла неподалеку, ожидая такси. Поравнявшись с Фарион и пройдя после этого еще 3 метра, Бабюк со спины своей услышала звук, похожий на громкую петарду. Обернувшись, она увидела, как человек в панамке и очках убегает в сторону арки, а Ирина Фарион лежит на земле. На вопрос, были ли другие звуки, кроме хлопка, похожего на громкую петарду, Бабюк четко ответила: никаких посторонних звуков, включая крик, не было. Тем более, что мы помним, что Бабюк всегда заявляла о том, что она все бачила и все чула, но крика она не слышала, и это определенно. Это также подтверждается аудиозаписью ее показаний, которую я предлагаю вам сейчас прослушать. Марія, суд надає вам можливість дати показання рідною мовою за обставин, якими зараз розглядає суд справу про обвинувачення Зінченка Вячеслава Федоровича у вчиненні кримінального правопорушення, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Що вам відомо, будь ласка, суду розкажіть. Ми так сидимо, що він сидить на лавочці, встав, а я в садочку сидів. Встав, зайшов в арку, може він там побув хвилинку, може 1,5, ну не знаю скільки. Не знаю. Вийшов, оглянувся і пішов далі. На лавочку сів. Те, що я бачила, на лавочку сів.
Я тоді встала, помалесеньку сюди йду. Ну, такий кусочок я знаю, як звідси тут граю. Дивлюся, він надіває рукавичку червону. Одну сумку витягує, потім ще одну. Потім ще одну. Я повернулася, іду назад. Перейшла я пані Ірину, уминула і чую, щось пухнуло. Я оглянулася, а він побіг в парк. То, що я можу сказати. А це якісь, крім звуку пострілу, чи вибуху, чи петарди? Ну, як ти кажеш? Ні, я... Спокійно, так, спокійно. Ще було щось? Ні, нічого не було. Нічого. Ніяких звуків не Ні, було? ні. Сторонніх звуків, будь-яких? Ні. А звуків від неї ніяких не було? Ні крику, ні... Ні. Тобто вона... Спокійно. Тишина була, так? Друзья, показания Бабюк кажутся последовательными и конкретными, особенно в части описания действий человека в панамке и отсутствия дополнительных звуков. Однако ее утверждение о красных перчатках вызывает вопросы, так как оно не подтверждается другими источниками. С юридической точки зрения такие расхождения требуют проверки на предмет возможной ошибки в наблюдении или субъективного восприятия свидетелем деталей, что может быть связано с возрастом или стрессовой ситуацией. Теперь, что касается показаний свидетеля Думы. Дума рассказал, что был неофициальным помощником бригады, занимавшейся переподключением интернета в квартире на первом этаже 7-го подъезда дома по улице Масарика, 3. По его словам, он вышел из подъезда, так как испачкал руки в звездке, и направился к своему автомобилю, чтобы помыть их. Проходя за спиной у Ирины Фарион, он заметил человека в панамке и очках, который находился на лавке. Дума утверждает, что не видел в руках этого человека никаких предметов, включая красные перчатки. После этого человек в панамке и очках прошел мимо Думы, в то время, когда Дума открыл багажник и доставал оттуда бутылку воды. Затем Дума отошел к траве, повернувшись спиной к Фарион, и начал мыть руки. В этот момент он услышал звук, похожий на громкую петарду, и за несколько секунд до этого, по его словам, перепуганный крик. Повернувшись, он увидел лежащую Фарион и убегающего в арку человека в панамке и очках, который, как он утверждает, то есть Дума утверждает, что этот человек в панамке и очках, пробегая, держал в руках черный удлиненный предмет. При этом красных перчаток на руках убегающего он не заметил. Предлагаю послушать его показания Думы. Продовжуємо засідання. Допит свідка. Дума Василь Ігорович. Так, що знаю вашу особу і повірку присяги. Будь ласка, надаємо можливість дати показання рідною мовою за обставин кримінального провадження. Що вам відомо? Там огорожа зелень послали екстерну. На тому місці я почав мити руки. Через деякий час почувся наляканий крик і вибух пострілу такого плану. Я повернувся і почав, кинув пляшку в багажник і почав у сторону швидкої. В той момент та людина, яка сиділа на лавці і яка проходила повз мене, тікала, лізла в арку. На що ще ви звернули увагу? Чи тримав він щось в руках?
Ну, так як я попередньо зазначав, щось чорне, якийсь предмет, щось було в руці, коли це він біг в арку. Що конкретно, я не можу сказати, бо це була в мене якась така паніка, не паніка. І цей момент мене тоді, я хотів, як то кажуть, бігти за ним, і мене щось тормозило, що тоді, чи той момент, чи повернувся, не важко сказати. Я не можу цього сказати. Тобто це був предмет схожий на зброю, це була якась булка чорна, що це Ні, було? це щось таке от чорне було, щось довге, ну таке продовження, щось таке було, але... Як не знаєте. От, Зрозуміло. точно не можу сказати. Ну, ваша честь, свідок дуже чітко пам'ятає 19 число. Так вас запитання ще не було. Я запитався, чи були ви напередодні? Свідок каже, що не пригадує. Ні, ну, я ж сказав, що напередодні ми були різні дні, ну тобто, а яке число це було, я не можу відповісти. І це відео від 18.07 включаю до вас. Ви були, так? Значить, А що ви робили там? Також перепідключення, я ж вам тільки що сказав. Що А як перепідключали, ви ви ж квартиру ви переключили? того я не скажу. Не пам'ятаю. Думаєте, адвокат Марина? Так. Дякую. У мене декілька питань. Будь ласка, 19 липня з ким ви приїхали перепідключати інтернет на Масарі? Так як я вказував, там був Андрій і Денис. Тобто троє нас було. Вас було троє. І в той час, коли ви рухалися з 7-го під'їзду до 5-ї, ви один йшли? Один, вони залишалися в під'їзді. Вони залишалися в під'їзді. Ясно. Ви повідомили суду, що ви вдруге його побачили в той час, коли він прийшов повз вас, так? Ну, маєте на увазі, ви йшли з 7-го повз вас. На якій віддалі він прийшов повз вас? Приблизно. Ну, машину, ну, говорячи машину, ну, я знаю, пан суддя десь ходив за мною. Тобто десь 2-3 метри, так? Ну, Він так. До 2-3 метрів. І куди він рухався далі? До... В сторону арки. в ту Він сторону. рухався в Так, сторону. а далі я вже відчиняв багажник, брав, я вже не слідкував, хто куди і ким. В той час, коли він рухався повз вас, ви бачили якісь предмети в нього в руках? Ні, нічого не бачив. Я не звертав. Тобто сам силует, говориш, я бачу. Ну, що в руках, що на спині чи не на спині, того я на то уваги А не він звертав. йшов швидко, яким він був? Ну, звичайно. Звичайним кроком. А на руки ви звертали увагу? Ні. Не звертали увагу. Ви можете сказати, чи були в нього рукавиці в Не руках, можу чи не сказати. було? Ви цього не можете сказати. Так? У вас І якщо ви звернули увагу на руку в той час, так, ви побачили якийсь предмет, Ну, щось то кажу. чи була рука в рукавицях чи без рукавиць? Саме це, що я кажу, щось чорне було. От як рука є, отут, так грубо говорячи, щось чорне. Все. Ну, то можливо це була рукавиця, а не пістолет? Чи... Ну, я ж кажу, щось чорне. Ну, щось чорне, щось. Більше немає. винувачення. Показания Думы вызывают сомнения по нескольким причинам. Во-первых, его утверждение о крике перед выстрелом противоречит показаниям Бабюк, а также данным видеозаписи. Во-вторых, его роль как неофициального помощника бригады по переподключению интернета выглядит подозрительно, особенно учитывая то, что он находился во дворе и в день покушения, и накануне, 18 июля 2024 года, но не смог четко объяснить, что именно он делал в этот день. С юридической точки зрения, такие неясности в показаниях могут указывать на попытку свидетеля исказить факты или скрыть свою причастность к событиям. Это требует дополнительного расследования, включая проверку его связи с другими участниками бригады и их действий. Теперь про видеозапись с камеры наблюдения. Видеозапись фиксирует следующие моменты. Дума открывает багажник автомобиля, достает бутылку воды и начинает мыть руки. В это время мимо него проходит человек в панамке и очках, на руках которого не видно красных перчаток. Затем раздается звук, похожий на выстрел или громкую петарду, после чего Дума поворачивается и бежит в сторону, где предположительно находится тело Фарион. Важно отметить, что на записи отсутствует какой-либо крик перед звуком выстрела. Предлагаю посмотреть видеозапись. Отже, ми бачимо, що повертаєте
Заходить в арку. Свідомо поведів, оглянувся в арку. На вказаний звук чоловік, одягнений в шорти, повернув голову у праву сторону від місця положення камери. Видеозапись является объективным источником доказательств, который подтверждает показания Бабюк в части отсутствия крика, но противоречит ее утверждению о наличии красных перчаток. Отсутствие перчаток на видео также совпадает с показаниями Думы в этой части, но его утверждение о крике опровергается. С юридической точки зрения видеозапись имеет приоритет перед свидетельскими показаниями, так как она фиксирует события в реальном времени и менее подвержена субъективным искажениям. Однако отсутствие записи с камеры над 6-м подъездом, где стояла Фарион, вызывает вопросы о возможном вмешательстве в работу системы видеонаблюдения. Итак, противоречия между источниками информации. Давайте систематизируем их. Первое. Красные перчатки. Бабюк говорит о том, что человек в панамке надевал красные перчатки. Дума говорит, что красных перчаток не видел ни в момент прохождения человека в панамке, ни во время его бегства. И видеозапись. Красных перчаток на человеке в панамке не видно. Далее. Крик перед выстрелом. Бабюк говорит, что крика не было, только звук, похожий на петарду. Дума говорит, что за несколько секунд до выстрела был перепуганный крик. И видеозапись. Крика перед выстрелом не зафиксировано. Какой вывод по противоречиям? Ни один из источников полностью не совпадает с другим. Бабюк и видеозапись совпадают в отсутствии крика, но расходятся в вопросе о перчатках. Дума и видеозапись совпадают в отсутствии перчаток, но расходятся в вопросе о крике. Между Бабюк и Думой нет совпадений ни по одному из параметров. Расхождения в показаниях свидетелей и видеозаписи указывают на необходимость тщательной проверки достоверности показаний, особенно Думы, чье утверждение о крике опровергается двумя другими источниками. Это может свидетельствовать о его недобросовестности или попытке ввести следствие в заблуждение. Противоречия по поводу перчаток могут быть объяснены субъективным восприятием Бабюк или ее ошибкой, но также не исключают гипотезу о наличии двух разных лиц в схожей одежде, имеется в виду в панамке и очках. Каковы возможные объяснения противоречий? Первое. Гипотеза о перчатках. Возможно предположить, что человек в панамке надел перчатки после возвращения из арки, как утверждает Бабюк, но снял их перед тем, как пройти мимо Думы, что объясняет их отсутствие на видео и в показаниях Думы. Однако это предположение требует проверки, так как смена перчаток в такой короткий промежуток времени кажется нелогичной для лица, предположительно совершающего преступление. Далее гипотеза о крике. Поскольку и Бабюк, и видеозапись подтверждают отсутствие крика, показания Думы о его наличии выглядят сомнительными. Это может указывать на его попытку исказить факты или добавить несуществующие детали, чтобы отвлечь внимание следствия. И третье. Гипотеза о двух лицах. Существует вероятность, что во дворе действовали два человека в похожей одежде.
имеется в виду в панамке и очках. Один мог зайти в арку, а другой выйти из нее, что объясняет расхождение в наблюдениях свидетелей. Эта версия требует проверки, так как может указывать на организованную группу. Проанализируем гипотезы. Каждая из этих гипотез требует дополнительного расследования. Например, необходимо проверить, были ли найдены красные перчатки на месте преступления или в вещах обвиняемого. Также следует изучить возможность технического вмешательства в работу камеры над 6-м подъездом, так как ее неработоспособность в момент покушения выглядит подозрительной. Гипотеза о 2 лицах, если она подтвердится, может существенно изменить ход расследования, указывая на соучастие нескольких лиц. И подозрения в отношении Думы. Особое внимание вызывает свидетель Дума. Его показания о крике противоречат 2 другим источникам, что ставит под сомнение его правдивость. Кроме того, его присутствие во дворе накануне покушения 18 июля 2024 года и нечеткие объяснения о своей деятельности усиливают подозрения. Дума заявил, что был частью бригады по переподключению интернета, в которую входили еще 2 человека – Андрей и Денис. Однако он не смог точно указать, в какой квартире они работали, и не объяснил, почему находился во дворе в предыдущий день. Более того, в момент покушения Андрей и Денис, по словам Думы, находились в квартире на 1-м этаже 7-го подъезда. Их отсутствие на месте происшествия и отсутствие реакции на звук выстрела выглядят странно. Учитывая, что камера над 6-м подъездом не работала, возникает гипотеза о возможном вмешательстве бригады в систему видеонаблюдения. Это могло быть сделано для сокрытия действий исполнителей покушения. Показания Думы содержат признаки возможного лжесвидетельства, статья 384 Уголовного кодекса Украины, что требует проверки его мотивов и роли в событиях. Следствию необходимо запросить данные о деятельности бригады, включая их доступ к системам видеонаблюдения, а также проверить алиби Андрея и Дениса. Если будет установлено, что Дума действовал как наблюдатель или соучастник, это может указывать на организованную преступную группу, что меняет квалификацию преступления, например, на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, статья 115 Уголовного кодекса Украины. Альтернативная версия событий. На основании анализа можно выдвинуть следующую версию. Покушение на Ирину Фарион могло быть совершено не одним человеком в панамке и очках, а группой лиц, включающей Думу, Андрея и Дениса. Дума, возможно, играл роль наблюдателя, обеспечивая контроль за ситуацией во дворе, в то время как Андрей и Денис могли находиться в квартире или другом месте, откуда был произведен выстрел. Неисправность камеры над 6-м подъездом может быть следствием их вмешательства. Эта версия объясняет противоречие в показаниях Думы, который, возможно, пытался ввести следствие в заблуждение, добавив несуществующий крик. Отсутствие реакции Андрея и Дениса на выстрел, что необычно для людей, находящихся поблизости, и возможную смену исполнителей. 2 человека в панамке и очках, что объясняет расхождение в наблюдениях по перчаткам. То есть эта версия требует дорасследования, включая проверку технического состояния камеры над 6-м подъездом и возможного вмешательства в ее работу, допрос Андрея и Дениса с целью установления их действий в момент покушения,
анализ перемещений Думы в день покушения и накануне, включая данные геолокации и возможные контакты с другими фигурантами, проведение экспертизы, например, на предмет наличия красных перчаток или черного удлиненного предмета, упомянутого Думой, рекомендации для следствия и суда. С учетом выявленных противоречий и подозрений в отношении Думы, я, как юрист, считаю, что дело требует дополнительного расследования. Следствию необходимо провести техническую экспертизу камеры над 6-м подъездом для выявления причин ее неисправности, допросить Андрея и Дениса, а также проверить их возможную причастность к преступлению, провести очные ставки между Бабюк и Думой для выяснения причин противоречий в их показаниях, проверить гипотезу о 2 лицах в панамке и очках, запросив дополнительные видеозаписи из соседних камер и показания других возможных свидетелей. Кроме того, учитывая, что доказательства против Вячеслава Зинченко основаны на косвенных уликах и содержат противоречия, я считаю обоснованным пересмотр меры пресечения. Содержание под стражей в условиях недостаточной доказательной базы может быть признано чрезмерным. Предлагаю изменить меру пресечения на домашний арест до завершения расследования. Согласно статье 177 Уголовно-процессуального кодекса Украины, мера пресечения должна быть соразмерной тяжести преступления и степени доказанности вины. На данный момент противоречия в доказательствах и неисследованные обстоятельства ставят под сомнение обоснованность содержания Зинченко под стражей. Друзья, мы разобрали показания свидетелей Бабюк и Думы, а также видеозапись с камеры наблюдения. Выявленные противоречия и подозрения в отношении Думы указывают на возможное наличие организованной группы, причастной к покушению на Ирину Фарион. Следствие, на мой взгляд, не уделило должного внимания этим обстоятельствам, что требует дорасследования. Я призываю суд и следственные органы обратить внимание на версию о соучастии Думы, Андрея и Дениса, а также пересмотреть меру пресечения для Вячеслава Зинченко. Спасибо, друзья, за внимание. Если у вас есть вопросы или дополнения, пишите в комментариях. С вами был юрист Валерий Табаков. Реквизиты для донатов в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. До новых встреч!